Всем привет! Очень рада, что вы заглянули на мой творческий канал. И сегодня покажу и расскажу, как сделать вот такого замечательного, веселого гнома в костюме кролика. И для основы мне понадобится пластиковая бутылка. Я хочу сделать совсем небольшого гнома, поэтому взяла бутылку объемом 250 мл. И чтобы он был устойчивым, бутылку надо утяжелить песком или мелкими камушками. А если вы хотите, чтобы в готовой игрушке ничего не гремело, можно залить гипсом. Дожидаюсь его застывания и закручиваю крышку. Чтобы придать бутылке нужного объема, оклеиваю ее синтепоном. Нижний край оклеиваю в несколько слоев. А чтобы уплотнить наполнитель и хорошенечко его прижать, оборачиваю капроновыми колготками. Ну и теперь осталось подобрать ткань для костюма. Она может быть совершенно любой по плотности. Я, например, взяла мягкий флис. Остатки ткани заворачиваю на дно, а верхушку перевязываю резинкой. Руки склеиваю из двух прямоугольных отрезков. Их размер будет зависеть, конечно же, от туловища самого гнома. Только после того, как клей хорошо застынет, выворачиваю. Это приблизительно 2-3 минуты, ведь на ткани клей схватывается не моментально. Колпак делаю из листа плотного фетра. Просто приклеиваю его в форме конуса. И срезаю лишнее по нижнему краю. Самую верхушку не заклеиваю, для того, чтобы набить ее синтепоном. Рукавицы и нос буду делать самым простым способом. Кусочек синтепона оборачиваю мягкой тканью и перетягиваю резинкой. Делаю еще один шарик, но поменьше, и склеиваю их между собой. Заклеенный рукав наполняю до середины синтепоном. Так можно придать рукам нужную форму, а если набить руки синтепоном полностью, то они будут топорщиться. Для манжетов мне понадобятся небольшие прямоугольные отрезки флиса. Подгибаю края вовнутрь и приклеиваю к самим рукавам. Для носа я использую не цветную ткань, а телесный капрон. Бороду делаю из кусочка искусственного меха. Приклеиваю, начиная с нижнего края, а возле носа натягиваю, заворачивая наверх. Из той же ткани, что и рукавицы, делаю отворот для колпака.
Заворачиваю необработанные края вовнутрь. И приклеиваю, делая складку на носу. Подклеиваю рукава, закрывая место склейки отворотом. Из треугольного кусочка оранжевого флиса склеиваю морковку. Дожидаюсь высыхания клея и выворачиваю. А из вязальной пряжи сделаю зелень. Нарезаю ее на бахрому и вклеиваю. А потом просто подравниваю ножницами. Вклеиваю морковку в руку гному, так чтобы шов был повернут на туловище и не был заметен. Единственное, что я сегодня буду шить, это ушки. Я хочу, чтобы они были двойными и держали форму. Срезаю лишнюю ткань и выворачиваю. Вот такие ушки получились. Можно в них еще вставить проволоку, чтобы можно было менять положение. Вклеиваю их посередине под подворот колпака. Украшать буду вот такой деревянной пуговкой в форме яйца. Продела в нее ниточку, чтобы она выглядела пришитой, а не приклеенной. Еще добавляю бантик из фатина, сахарные ягодки и тычинки. Тканевую розочку и пластиковую зелень. Из белого жесткого фетра вырезала зубки, как у кролика. Вот гномик почти готов, только верхушка колпака осталась неукрашенной. Из белого меха вырезала пышный помпон, напоминающий заячий хвостик. Можно дополнить декор еще какими-нибудь мелкими элементами, бисером, пайетками или мелкими пуговками. Я добавлю небольшие цветные капельки контурной краской. Подобрала цвета, которые повторяют узор на пуговице. Спасибо, что поддерживаете мои видео лайками, комментариями и тем самым вдохновляете на новые работы. Спасибо за просмотр и до встречи в следующем видео.